Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Европа на грани. В Бундестаге призвали запустить «Северный поток» и перестать дарить подарки Киеву. Борис Леонидович, что происходит с газовыми артериями в Европу? Давайте смотреть. Напомню, что есть еще и четвертый газопровод, и северных потоков у нас два. То есть будем считать, что два северных потока взорвали. Там одна нитка осталась, все равно не работает. Не работает Ямал-Европа, прекращены поставки через Украину. Есть еще и четвертый газопровод, он не такой большой, не такой популярный, «Северное сияние», целая система магистральных газопроводов, тоже в советское время построена. Через нее газ получала из Сибири Советская Прибалтика, Белоруссия, Калининградская область и Финляндия. Финляндия и Республики Прибалтики тоже отказались, то есть прямых газовых связей на день сегодняшний как бы нет. Прежде чем разбираться, в одной из наших передач мы касались того, что «Северный поток-2» окупился. Судя по комментариям, все это было настолько давно, целых 2 года назад, уже никто не помнит. Давайте еще раз медленно и печально. «Северный поток-2». Владелец швейцарская компания Nord Stream 2 AG, акционер в количестве одна штука – «Газпром». Никаких посторонних инвесторов, никаких посторонних акционеров там нет. Почему один? Если мы смотрим на «Северный поток-1», то там у «Газпрома» контрольный пакет акций, а остальные разделены более-менее пропорционально, там я уже не буду вдаваться в эти процентные соотношения, между 5 европейскими компаниями, 2 немецкими, Uniper и Wintershall, ОМV, Газуин, это голландская компания, и французская ИНИ. А здесь вот только ровно один. Связано это было, как ни странно, с контрмаршем со стороны Польской Республики, которая заявила, что если будут совпадать полностью состав акционеров «Северного потока-1», «Северного потока-2», то это уже монополия, так делать нельзя. Рассчитано это было на то, что в ответ на Польшу подадут в суд. Будет затяжка по времени, пока будут судиться, но решение было, как бы это помягче сказать, несимметричным. Европейские компании пришли к выводу, что терять время на то, чтобы выяснять отношения с Польшей, подать в суд, получить апелляцию, еще что-то, это все долго и печально. Остался один «Газпром», и было подписано инвестиционное соглашение. В инвестиционном соглашении европейские компании приняли решение о том, что они 50% финансирования предоставляют, остальное берет на себя «Газпром». Вот простенько вот так. Стоимость сметная 9,5 миллиардов евро, поскольку сделка европейская, давайте на евро перейдем. Кому неудобно, можете считать, что 10 миллиардов долларов. Половину «Газпром» внес, остальные тоже свое финансирование закончили практически полностью, если не считать того момента, когда задним числом были изменены положения третьего энергопакета. Третий энергопакет подразумевал, если совсем грубо, вот пресловутый такой термин, наверное, уже тоже все забыли, анбандлинг, разделение. Если ты владелец газопровода, то ты не имеешь права прокачивать по нему более 50% добытого тобой или импортированного тобой природного газа. Те самые правила 50%. То до 2019 года это правило касалось только газопроводов, находящихся внутри Европейского Союза, от границы до границы. В 2019 году задним числом приняли решение, что это касается газопроводов, входящих извне. Экстерриториального такое правило появилось. Владелец и акционер «Северных потоков» и все акционеры тут же подали в суд, потому что на тот момент, когда принималось окончательное инвестиционное решение, этого правила не было, соответственно, нарушены права инвесторов, тоже есть какое-то европейское законодательство. Это повисло. Это повисло. С одной стороны, как бы очевидно, что задним числом работать нехорошо, с другой стороны, Германия, как страна, принимающая «Северный поток-2», не выдавала сертификат. Нарушены правила третьего энергопакета, ничего не хотим. Это ситуация, напомню, 2021 года. 2021 год, Европа
достаточно серьезная зима. На выходе из отопительного сезона около 30% ПХГ заполнены, нужны достаточно большие объемы приобретать. Ну, естественно, все ждали летнего падения цены, оно не случилось, потому что в мае началась аномальная жара, и здесь то самое правило, что если надо бороться с жарой, то расходы газа становятся больше. Потому что если зимой можно отапливать помещения, то летом их нужно остужать. Остужаем мы, как известно, только кондиционерами, то есть спрос на электроэнергию растет, тепловой энергии при этом никто не требует. Дальше цены пошли вверх. Напомню, что уже к июню 2021 года они выскочили за $500 за 1000 кубометров при средней цене порядка 175-200. Окончательное инвестиционное решение по Северному потоку-2 принимали, беря за среднюю стоимость $175 за 1000 кубометров, тут 500. Дальше все ждут традиционной реакции «Газпрома», у которого на долевом участии были собственные подземные хранилища газа и на территории Германии, Австрии, Чехии. То есть все ждут, когда «Газпром» начнет увеличивать объемы поставок газа, чтобы цена пошла вниз. «Газпром» этого не делает. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. На начавшуюся истерику в Европе «Газпром» себя ведет некорректно. «Газпром» предоставляет долгосрочные договоры и вежливо спрашивает, нарушены ли какие-нибудь правила. Нарушены ли какие-нибудь обязательства, кому-то я что-то не поставил, что-то где-то некорректно. Нет, возражений нет. Но вы могли бы поставлять больше. Ответ «Газпрома» – могли бы, но не хотим. Если бы вот работал «Северный поток-2», тогда бы мы, конечно, поставили. Нормальная совершенно ситуация. Да, это выкручивание рук. Но нам выкручивают руки, не дают запустить «Северный поток-2». Вы помните, на тот момент начались всевозможные санкции. Итальянская компания, которая должна была достраивать, ушла. Может быть, в связи с этим даже денег удалось сэкономить, поскольку собственными силами «Газпром» все делал. Помните героический переход трубоукладочных судов с Дальнего Востока вокруг Африки, ну и так далее, и так далее. Ситуация тянется, «Северный поток-2» не сертифицируют, дополнительные объемы газа не появляются. Просто не появляются, и все. Никаких возражений по этому поводу нет. После наступления очередного отопительного сезона, я напомню, что в 2022 год Европа входила при стоимости газа на хабе TTF в $2000 за 1000 кубометров. Если кто-то об этом забыл, можете посмотреть, это достаточно хорошо отражено, и после этого еще раз оценить слова всевозможных европейских СМИ о том, что энергетический кризис в Европе начался после февраля 2022 года. Очевидно, что 24 февраля 2022 года существенно повлияло на цены в ноябре и декабре 2021. Ну, это совершенно понятно, это такая европейская логика. То есть, если бы... Скорее японская, у японцев нет будущего времени. Ну да, там вот события в прошлом, в будущем, все перепутано. Все связано. Бог с ними. В результате того, что стоимость газа выросла просто в 10 раз, «Северный поток-2», не работая, все затраты на себя окупил. Я не говорю о получении прибыли, я говорю о том, что окуплено вложение. Две большие разницы. Не надо их смешивать, и тогда все будет в порядке с логикой. Вот такая история «Северного потока-2». Он так и не был сертифицирован. И заявление наших политиков о том, что одна из ниток «Северного потока-2» может быть включена в любой момент, нет, не может. Борис Леонидович, формальности так и не закончены. Да, может быть, все это окупилось, это понятно, но такое ощущение создается со стороны, что предпринят комплекс мероприятий, простите за такой язык, который удешевил все эти газотранспортные системы очень сильно. И да, на день сегодняшний то, что мы видим, не работают северные потоки первые и вторые, это просто металлические трубы, лежащие на дне Балтийского моря, без газа, в нерабочем состоянии, они стоят приблизительно ничего. Стоимость металла разве что. Не работает Ямал-Европа. Ямал-Европа, напомню, строился достаточно долго, стартовали еще в 90-е годы.
Отношения с Польшей на тот момент были совершенно замечательные. Польша, к примеру, один из инициаторов проведения петербургских газовых форумов и первыми привела в Россию технологии малотоннажного сжижения природного газа. Вообще все было нормально до той поры, пока не вступила Польша в НАТО и в Евросоюз. В 90-е денег нет ни в России, ни в Польше, поэтому с задержками, с тяжестью, но все-таки построили, запустили. Напоминаю, что мощность северных потоков, каждая из труб 27,5 миллиардов кубометров газа в год. 4 трубы, соответственно, вот там 110 миллиардов кубометров потенциальная возможность прокачивать, сейчас 0. Что касается польского участка, маршрут Ямал-Европа, напоминаю, Россия, Белоруссия, Польша, Германия. В Германии подхватывают уже немецкие магистральные газопроводы на 50% принадлежащие «Газпрому». Строила компания Wintershall совместно с «Газпромом». Газопровод называется «Ягл». Дальше он растаскивает газ по всей Германии и за ее пределы. Польским участком владела и владеет на день сегодняшний компания «Европолгаз». Это аббревиатура ЕУ – Европа, РО – Россия, ПО – Польша, газ он и есть газ. Доля «Газпрома» 48%, доля двух польских компаний, соответственно, 52%. Одно время работали безо всяких проблем, и совет директоров четное количество персон и строго поделено пополам для того, чтобы принимать только согласованное друг с другом решение. Но, тем не менее, несмотря на все происходящее, Польша устраивала всевозможные иски. Был момент, когда газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» по тем формулам цены, которые были заложены, стоил дороже, чем газ на спотовых торгах. Вот по этому поводу подавали в суд, не платили дивиденды и так далее, и так далее. И в мае 2022 года решением правительства России контрсанкции в отношении компании «Европолгаз», не в отношении газопровода, поскольку белорусский участок принадлежит тоже «Газпрому», выкуплен за реальные деньги в 2012 году. Конкретно против компании «Европолгаз» в связи с неоднократными подачами иска по надуманным причинам, невыплаты дивидендов и так далее, и так далее. Он полностью технически исправен, газа в нем нет. Теперь ровно то же самое происходит с газотранспортной системой Украины. Газопровод технически исправен, газа в нем нет. Что касается северного сияния, исключительно то же самое. Технически абсолютно исправно. Газ по этой системе уверенно приходит в Белоруссию. Из Белоруссии по-прежнему уверенно проходит через Литву в Калининградскую область. Контракт действует до конца 2025 года. Надо отдать должное литовским газовых дел мастерам. Под шумок антикрымских санкций, вот первая порция в 2014 году началась, в 2015 году дошла до уровня политической истерии. В это время литовская компания обнаруживает, что контракт с «Газпромом» о транзите заканчивается, но есть возможность автоматически продлить его на 10 лет, если нет возражений сторон. Из Вильнюса приходит сообщение о том, что у нас возражений нет. Литовские политики не успели среагировать, договор был продлен. Со стороны польских газовиков у них достаточно Это серьезная... такая прибалтийская реакция типичная. Да, ну, газовый профсоюз – это отдельная тема. У них, им требовались достаточно большие инвестиции в связи с появлением вот этого регистрационного судна в Клайпеде, новые трубы нужно было прокладывать. За транзит России исправно платят, почему бы такой источник доходов не использовать? Поставки идут без перебоя, безо всяких проблем. Неизвестно, конечно, что будет в 2025 году, в конце года договор заканчивается, но посмотрим. На день сегодняшний вот работает. Белоруссия получает, Калининградская область получает, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия не получают по собственной инициативе. Причина тоже известна. Я бы на месте Прибалтов и Польши, наверное, тоже вел бы себя совершенно аналогично. 31 марта 2022 года знаменитый указ Владимира Путина «Трубопроводный газ за рубли». В том же марте в Варшаву с визитом приезжает мистер Байден, который сообщает, что он намерен загнать Россию в границы 19 века. Но у меня бы тоже возникло подозрение, что эти двое договорились. Этот требует рубли, тот, который из океана, требует включить в состав России Прибалтику, Польшу, Финляндию. Ну, страшненько, конечно. Вот.
тоже не работает. Тоже вроде бы все исправно, но газа нет. А что это на самом деле намекает? Вот давайте вернемся к судьбе Северного потока-2 в 2022 году. Уже после взрывов, после того, как стало ясно, что расследование проводиться не будет, последовало заявление швейцарской компании о прекращении деятельности. Поскольку инвестиции со стороны европейских компаний были сделаны, ну, сейчас всего два варианта. Либо «Газпром» начинает возвращать эти инвестиции, но для «Газпрома» это было бы крайне странно. Понятно, что взрывали американцы, да, даже если они при этом прикидывались пьяными украинскими водолазами, это, конечно, весело. Платить неизвестно в связи с чем, естественно, никто не желает. Но швейцарское законодательство никто не отменял, есть претензии инвесторов, есть компания, которая приостановила деятельность, рассчитываться в добровольном порядке она не намерена, значит, нужно проводить банкротное производство. Ну, я думаю, что в любой стране приблизительно такие же законы, там плюс-минус. Есть срок, который швейцарское законодательство дает такой вот компании для того, чтобы решить все вопросы с инвесторами, полугодовой, потянули сколько могли. Через 8 месяцев было первое продление срока, потом последовало второе. Ну, дальше вот третьего уже тянуть некуда, оно заканчивается в феврале месяца этого года. Разумеется, Nord Stream 2 AG находится под всевозможными рестрикциями со стороны Евросоюза, со стороны Соединенных Штатов. И мы уже, наверное, слышали эту историю о том, что американский бизнесмен по фамилии Линч подал заявление в Министерство финансов на то, чтобы получить право участвовать в этом банкротном производстве. Повторяю еще раз, медленно. Банкротное производство, не продажа «Газпромом», не переговоры с потенциальными покупателями. Процедура банкротного производства в любой стране одинакова. Есть судебные приставы и так далее, и так далее. То есть здесь, извините, от нас уже ничего не зависит, но будущий владелец, если таковой найдется, будет обязан самостоятельно решать все вопросы с инвесторами. Либо не решать. Все будет зависеть от того, как пройдет банкротное производство. Это с одной стороны. С другой стороны, если у Линча все получается, если возникает некое юридическое лицо, владелец Северного потока-2, от наших территориальных вод до побережья Германии в Грайсвальде, полностью соблюдены все правила третьего энергопакета. Владелец один, газ чужой. По техническим причинам понятно, что газ может быть только российский. Можно фантазировать себе, что будет построен искусственный остров, поставлено к нему регистрационное судно, которое будет задувать газ, но это бред, простите. То есть, либо Россия газ продает новоявленной компании, либо эта компания подписывает долгосрочный договор о транзите, какие угодно варианты, но без соблюдения даже измененного текста указа президента «Трубопроводный газ за рубли», газ из России никуда не двинется. Будет газ, будут рубли на счету у «Газпрома», будет газ. Утром стулья, вечером деньги. Собственно говоря, точно такой же вопрос и по отношению к украинской газотранспортной системе. На день сегодняшний она не стоит ничего. Я, может быть, там заблуждаюсь, специалисты в военных делах могут меня поправить, но вроде бы это законная цель для соответствующих действий, поскольку она не работает. Но компрессорная станция на месте, линейная часть на месте, пока они физически не разрушены, газопровод технически исправном состоянии. Ну, просто очень мало стоит без газа. Возникает вопрос, с учетом того, кто сейчас находится в совете директоров, в наблюдательном совете «Нафтогаза» и компании оператора газотранспортной системы Украины. Большое спасибо тому, кто придумал это название, оператор газотранспортной системы Украины. Это очень легко произносить. Спасибо вам. Предлагаю пользоваться аббревиатурой ОГТСУ. Так все-таки немножко короче. Ровно та же самая история с Ямал-Европой. Если на месте компании Европолгаз, которая находится под санкциями со стороны России, возникает некое другое юридическое лицо, то как бы проблемы снимаются. Новое юридическое лицо может выстраивать отношения с «Газпромом» на совершенно новых основаниях. Ну и если мы играем в конспирологию, возникает вопрос. Если во всех трех случаях возникают некие принадлежащие американским компаниям
юридические лица, контрольный пакет которых принадлежит американским компаниям, то не является ли это тем вариантом, на котором может быть выстроен некий компромисс? Пусть политики задумываются над этим, но в этом случае, если такие действия со стороны США будут приложены, именно по этому алгоритму события пойдут, новый президент Соединенных Штатов, новый старый, старый новый, там как угодно его называете, получает возможность выполнить завет великой Виктории Нуланд 2014 года. Всего 2 слова, второе из них «ю». Хорошие слова, добрые, политически такие очень корректные. Я просто напоминаю, что в 2014 году на Майдане Нуланд не говорила ничего про Россию. Она говорила про ЕУ, European Union. В том случае, если контроль за всеми транзитными потоками будет в американских руках, завет соблюден. Договариваться с «Газпромом», ну, на мой взгляд, особых проблем нет. Надо выполнить положение указа Владимира Владимировича. Рубли на счету у «Газпрома», в российских, естественно, банках. Газ пошел. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах и пишите комментарии. Высказывайтесь. С удовольствием продолжу дискуссию, если увижу приемлемые аргументы. Аргументы, чего его слушать, у него вся спина сзади, оставьте при себе, пожалуйста. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.